Это форма для создания колонн. Мне понадобится гипс, зачерпываю, насыпаю, разбавляю водой, хорошенько перемешиваю и наливаю форму. Выгоняю пузыри, после того, как он немного застыл, выравниваю поверхность, жду высыхания, извлекаю из формы. Вот так началось изготовление этой диорамы. У меня ничего не получилось. Отправляю к другим неудавшимся деталям и начинаем. Мне понадобится скульптурный гипс, он гораздо прочнее всяких алебастров. Замешиваю и, прежде чем заливать его в форму, необходимо все грани промазать кистью, особенно вот эти вот части, которые в итоге все равно сломаются. Крушить диораму в конце видео молотком я, конечно же, не буду, но из-за того, что гипс в целом вот такой рассыпчатый, у меня не получилось извлечь из формы деталь целой, края постоянно обламывались. Поэтому из скульптурного гипса я изготовлю только основные части колонн. Вот так вот, только много раз, потому что понадобится мне их 72 штуки. Еще для этой работы мне необходима самозатвердевающая паста для лепки. Кладу около палочки, чтобы регулировать высоту, насколько это возможно, разминая руками и начинаю раскатывать все скалкой. Долго и приятно. Процесс успокаивающий. Очень нравится. Дальше беру другую скалку, рельефную, со всякими древнегреческими орнаментами и изображениями. Аккуратно и потихоньку вдавливаю, чтобы узор никуда не уехал. Мне понадобятся только вот эти изображения. После того, как паста затвердела, ножом обрезаю их. Осталось разобраться вот с этим. Последний уровень гипса — это акриловый гипс, который состоит, соответственно, из акрила и гипса. Работать с ним гораздо сложнее, пришлось немного приноровиться, хотя процесс не отличается от обычного гипса, но он гораздо сильно прочнее. После того, как детали полностью высохнут, необходимо обработать их о наждачную бумагу для того, чтобы они лучше склеивались. Итого, прошло для вас 2 минуты, а для меня 2 недели. Завитушки получились, много всего я наготовил, деталей штук 500. В общем, переход. Для склеивания колонн буду использовать ПВА-клей, в который добавлю замедлитель высыхания, чтобы продлить его время жизни, потому что гипс очень сильно впитывает в себя. Все. Еще мне понадобится круглая палочка, диаметр которой равен выемке в колонне, чтобы после склеивания я смог ровно состыковать друг с другом детали. Шов замазываю жидко разбавленным гипсом и после высыхания убираю его излишки. Детали сначала склеивал в пары, верхнюю и нижнюю части тоже, потом пары в пары и после этого уже собираю колонну полностью. И, наконец, в моих руках оказывается готовая колонна. Всего их будет 12 штук в разной степени пеноплекс. На бумаге начертил, как будет выглядеть плиты на стене, отмеряю толщину на терморезаке и разрезаю кусок. Чтобы утомить себя сильнее, каждый ряд будет отличаться по высоте. И после все эти заготовки разрезаю по толщине, чтобы получились вот такие вот полоски. Дальше эти полоски необходимо нарезать на отдельные элементы, каждый из которых будет в длину 2 сантиметра. Берегите пальцы. Вот что получается, все разного размера, и еще мне понадобятся просто квадраты. Из них я буду делать плитку на пол. Склеиваю между собой 2 листа подложки под ламинат, чтобы он меньше гнулся. И также на клей ПВА на подложку начинаю приклеивать плитку, чтобы она немного выступала за края. Заполняю плитками только один угол и после начинаю отмерять, где будут располагаться колонны. Чтобы не мерить линейкой, нарезал вот такие куски одинаковые пеноплекса и все расставляю. Расстояние между колоннами равно 2,5 диаметрам этой самой колонны. Разметив места, где будут располагаться колонны, начинаю все пространство заклеивать плиткой не очень ровненько, потому что все это будет немного заброшенным. Дальше по инструкции начинаю выкладывать стены. В процессе подравниваю все линейкой, и кроме того, что высота каждой плитки отличается еще и толщина. Варьируется она от 1,5 до 2,5 мм. Конечно же, после того, как я все сделал, нужно это сломать.
Вырываю и ломаю куски, чтобы все это казалось не только что выложенным. Дальше беру камни и древесную кору. Выборочно, в не очень большом количестве, на все плитки наношу достаточно глубокие повреждения. Прям впечатываю в пеноплекс грани коры, а с помощью камня потом уже задаю финишный рельеф, проходя по всей поверхности. Теперь все отдельно слепленные стены необходимо склеить между собой. Сначала приклеиваю лицевую часть и после боковые стенки. Прихватываю скотчем, чтобы все это не разлетелось, и с помощью чего попало выставляю прямой угол. Внутрь, примерно посередине, вклеиваю две опоры. А вдоль стен втыкаю деревянные палочки. Вот так немного странно это выглядит. Снова гипс. В этот раз добавлю в него фиброволокно, чтобы он был очень прочным. Наливаю его внутрь. Это необходимо для того, чтобы изготовить жесткий каркас. Дальше делаю опалубку и туда заливаю тоже гипс. Просто в готовую конструкцию залить вот эту основу гораздо проще, чем отдельно ее изготавливать, а потом обклеивать все плитками. Еще сделал небольшую пристройку. Получается у меня эдакая древнегреческая дача. Ее устанавливаю справа под прямым углом. Вдоль края по всему периметру делаю окантовку. Что-то вроде лестницы, и внизу выкладываю тоже ряд. Дальше вырезаю ниши под вот эти барельефы, изображения фиговины. Я не знаю, что это. Но красиво. Шуруповертом делаю отверстие для того, чтобы ослабить конструкцию, и впоследствии от удара молотка все это не развалилось, а сломалось только в нужной мне части. Это будет нора. Дальше беру акриловую пасту, она имеет такую шероховатую структуру, и кистью прям втираю ее как бы в пеноплекс для того, чтобы придать ему каменной вот этой текстуры. После высыхания акриловой пасты прогрунтовываю поверхность, пропитывающей грунтовкой. Фигуры. Они из настольной игры, и изначально я их не планировал, но они необходимы как опорная точка для понимания размера этой локации. Змеюку для начала крашу в светло-зеленый, а покраску людей начинаю с частей тел. Дальше наношу темно-зеленый, чтобы змея была пообъемнее, а на переднюю часть светлый. Лохмотья крестьян крашу в серо-коричневые цвета. После покраски в базовый цвет выделяю детали темно-коричневой смывкой, и на этом фигуры готовы. Основание. Изначально я вообще не рассчитывал, что работа получится настолько огромной. Первый слой пеноплекс 2 см, потом 5-сантиметровый пеноплекс, дальше снова 2, основа под строение. И снова о колоннах. Необходимо это как-то красиво сломать. Молотком не получилось, а с помощью тисков, все это зажав от давления, аккуратно оно все сламливается. Чтобы задать базовые черты ландшафту, накидываю вот так хаотично обрезки пеноплекса, чтобы получился холм. Настало время возвести колонны, приклеив их к основанию. Заранее я все отмерил, куда их расставлять, посмотрел с разных углов, даже самых вот таких. Делаю опалубку в задней части основы, а также вокруг строения. Вот эти пустоты заполняю обрезками пеноплекса, достаточно плотно все утрамбовывая, и потом заливаю гипсом. Пеноплекс нужен, чтобы хоть как-то это облегчить, потому что вес получился, это очень вообще самая тяжелая диорама. Заднюю часть потом зашпаклюю, и вот так это выглядит спереди. Жидкие обои делаю жидкими с помощью воды, добавляю туда черный колер и гипс. Полученную смесь равномерно наношу на поверхность, в то место, где будет находиться конструкция. Черный колер необходим, потому что потом я не смогу это покрасить, так как сейчас руины соединяются с основанием на веки вечные. Место стыка заполняю мелкими кусками пеноплекса, все это строение будет находиться как бы в холме, внутри. Замешиваю еще порцию жидкообойной гипсовой смеси. И с помощью нее сглаживаю все углы ландшафта. Будет такой землянистый склон.
Пока эта смесь не застыла, а застывает она 3 дня, устанавливаю в нее камни и обломки колонн. Не забываю и про заднюю часть. Потом идет еще один слой, наношу его уже с помощью кисти тоненько на всю поверхность. И дальше на этот слой накидываю мелкие обломки, измельченную древесную кору и всякие небольшие камушки. Эту же измельченную кору накидываю на плиты и втираю кистью, чтобы заполнить все щели. Ошибка близко. С помощью специального фиксатора закрепляю все это на поверхности. Пока что работа выглядит вот так. На следующий день, зайдя в мастерскую, я обнаружил не очень приятную вещь. Плитку подразъело, пришлось очень много менять. Хотя я заранее все проверял. Черепушки. Раскладываю их вокруг непосредственно места битвы, действия. Покраску начинаю с колонн. Первым слоем наношу светло-песочный цвет. Дальше, в прямом смысле, накидываю другие оттенки. Выбрал цвет, который мне нравится, набираю краску на кисть и потом накидываю все это на колонну. Не парясь вообще, а просто соблюдая количественное соотношение цвета. Прям вот так брызгами, темно-серые и белые цвета тоже. Будет красивенько. В некоторые места наношу коричневую проливку для того, чтобы подчеркнуть детали. Дальше в базовый цвет покрыл лицевую часть и после начинаю красить плиты, каждую в отдельности. Верхняя часть будет самой темной, серый и коричневые цвета, а передняя будет с яркими такими оттенками и более светлая. Пастельные карандаши, эффекты будут в этот раз необычные, наношу на одну половинку плитки и растушевываю пальцем. Дальше технику сухой кисти в небольшом количестве на выступающей грани колонн и на камне. Трава. Основной покров будет выцвевшо-зеленого цвета с добавлением сухой травы. Поверхность мажу клеем, но только в выступающей части. И с помощью флокатора высаживаю траву на поверхность не особо кучно, потому что потом уже беру сочно-зеленую зелень, заправляю во флокатор и высаживаю ее прямо поверх первого слоя. Объемность. Кроме этого, немного травы нанес между плит на верхнюю часть. Немного кустов точно не помешает, они у меня уже готовые, просто беру и приклеиваю их около чего-то. Чтобы было совсем ярко, высажу немного цветов, красные цветы на зеленую траву, это прям то, что надо. И немножко желтых на заднюю часть. Они даже до сюда добрались. И скорпионы еще. Ну вот это классно. Я этого не планировал. Изначально хотел просто изготовить колонны, поставить на какой-нибудь пустынный рельеф и готово. Но в итоге почему-то родилась вот такая летняя атмосфера. Было сложно, местами немножко нудно, но в целом довольно интересно. Если у вас есть возможность и желание поддержать канал финансово, оставлю все в описании. Сейчас без монетизации такие работы будут, но с вашей помощью они будут еще лучше. И спасибо тем, кто поддержал после прошлого ролика. Это действительно очень важно сейчас. Мира, творчества и до новых встреч. Получился голубь-оккультист, проводящий обряд.